данное музейное сооружение в своем именно музейном плане очень молодое. Это сооружение только рассекречено было официально 5 лет назад. Поэтому считайте, что сегодня отправляется такое мрачное, даже когда-то заброшенное правительственное сооружение. Дело в том, что дошли мы до первого рубежа обороны, такая вот 10-тонная противоударная дверь, она защищает от 10 ударной волны взрыва, по названию очевидно. Но сдвигается она не руками, как часто думают, не какая там специальная лебедка, все очень просто. Вот там позади есть 3 кнопки, по сути единственное исключение из правил. На нижнюю можно нажать, нужно держать, что будет. Как раз эта 10-тонная конструкция медленно отползает в боковую нишу. Зачем она нужна? Чтобы объект мог элементарно защититься от опасности военного времени, от ударной волны, в частности, в нашем случае. А то здание, куда мы заходили несколько минут назад, это маскировочное сооружение. То есть там как раз нет никаких усиленных конструкций, там сдвижных бронированных дверей, как часто представляют. Вся защита внизу. Вот если первая защищала только от избыточного давления во фронте ударной волны, следующая дверь, там наверняка уже виднеется, это дверь защитно-герметическая. То есть она и от ударной волны защищает, а еще герметизирует это сооружение, чтобы и пыль радиоактивная не попала, дым от пожара, химия из воздуха после химической атаки. У нее защитный комплекс. Можно отпустить? Так, достаточно. А следующая дверь открывается уже не настолько просто, не с помощью кнопки мотора, только вручную. Кто из вас один смелый сильный, один может мне сейчас подойти, тянуть открыть. Стоим. В чем ее отличие? Вот тут наглядно видно, по периметру идет резинка. Когда эта дверь закрывается, затягивается специальный механизм, и получается так, что дверь резиной прижимается к стенам, к этому внешнему окладу металлическому, и все внутренние части объекта герметизируются. По сути, объект превращается в такую погрузившуюся подводную лодку и работает автономно. А там дальше, где темнота, начинается второй шахтный ствол. Кто подумал, что все, мы уже спустились, нет, считайте, только была разминка. Зайдем сейчас во вторую шахту, спустимся еще на 31 метр под землю и снова встретимся. Теперь могу нас поздравить, мы спустились на самый нижний уровень, а глубина в данном случае 42 метра от поверхности земли. Это как 14-этажное здание, только под землю. И сразу вам загадка небольшая. Вот шахту видите нашу основную? На что она похожа? Что она напоминает? На метро. Метро, совершенно верно. Сразу ответили, даже неинтересно. Это действительно самый типовой перегонный тоннель метрополитена, просто расположенный вертикально. В основном все один в один. Во-первых, такие же габариты, 5,6 метра, идеально бы поезд поместился, а во-вторых, применяются такие же конструкции. Вы пока спускались, наверняка их хорошо успели рассмотреть. Называются вот эти детальки тюбинги. По сути, такой унифицированный конструктор, как лего, для создания разных подземных заглубленных сооружений. Метрополитены, и рудных сооружений, и специальных объектов зачастую, как в нашем случае. Все максимально унифицировано. Вот почему не в каждом городе есть метрополитен или даже подобные спецобъекты, еще мы будем говорить, потому что это все очень долго, дорого и сложно при создании. Вот как пример, каждый такой тюбинг, вот одна деталька из 6 клеток, что я сейчас показываю, это почти 700 килограмм чугуна. Представьте, сколько материалов суммарно тратится на такое сложное подземное строительство. Ну, построили объект не для военных, не для правительства, как часто думают, для Министерства иностранных дел. Казалось бы, зачем им такое сооружение на случай войны, они же дипломат, по сути. А на самом деле ситуация нормальная, даже в наши дни у всех крупных министерств, всех крупных ведомств есть такие сооружения на случай войны или чрезвычайных ситуаций. МИД в данном случае ни разу не исключение. Но использование сооружения тоже было необычным. Ни какой-то там командный пункт, ни какой-то узел связи, как часто делают.
это было защищенное хранилище для страхового фонда документации. То есть именно в этом месте долгие-долгие десятилетия находились наши ключевые документы, которые определяли всю политику с другими странами, государствами, блоками и так далее. И такой объект, он начал работу в ноябре 1961 года, а закончил, представьте себе, только в январе 2005. То есть в таких больших исторических масштабах почти вчера это место закрыли. Так вот, тут по пути у нас крайняя гермодверь, уже полегче открывается, так что кто желает, кто смелый, может открыть. Навык полезный. Каждый день получается открыть дверь, которая залит лист. Предельно интересно. Нашли почти до серединки данного спецобъекта. За этой крайней гермодверью начинается участок жизнеобеспечения персонала. То есть как раз такая локация, где могли укрываться сотрудники. А в том, что в мирное время такие объекты стоят открыты. Никто сотрудников не запирает, не держит долгое время под землей, как на вахте. Они стоят открыты и могут выезжать, приезжать как к себе на работу, как самые обычные люди, как мы с вами. А в военное время, когда существует угроза нападения, летят самолеты, ракеты взлетают, летят в нашу сторону, объекты переходят на режим автономии. В нашем случае он назывался режим P, полная изоляция. Когда вводится такой особый режим работы, здесь закрываются все герметичные устройства. Во-первых, это гермодвери, что уже видели с вами на проходах, открывали вместе. А во-вторых, кто внимательно видел, что сюда трубы заходят с поверхности. Причем очень много, и на каждой трубе, если даже отсюда посмотреть, выступает такой серый механизм с красным штурвалом. Называется герметичный клапан. В момент опасности сотрудники, как я сейчас, подходят к щитам управления, на месте пока что стойте, и эти клапана закрывают. Не пугайтесь. Вот, нажимают кнопки, и видите, что пластина внутри трубы начинает закрываться. Закрывается пластинка, она очень плотно прижимается к пружине к внешнему окладу, и все коммуникации таким образом перекрываются. Закрывается вентиляция, закрывается водопровод, закрывается канализация, теплоснабжение. Объект, грубо говоря, отделяется от внешнего опасного мира. Дальше работает только на внутренних ресурсах. И чтобы сотрудники здесь не задохнулись в такой замкнутой воздушной среде, есть система регенерации. Тут позади меня уже многие рассмотрели, я думаю, стоят кислородные баллоны. С ними все максимально просто, из них кислород просто поступает в замкнутую воздушную среду, люди этим дышат. Но если на каждого сотрудника выделить 10 таких баллонов, там, сотню, тысячу, бесконечно, они все равно задохнутся. Как вы думаете, почему? Совершенно верно, потому что когда мы с вами дышим, уже не просто кислород выдыхаем, поглощаем, мы выдыхаем огромное количество углекислого газа. Это тоже отравляющее вещество в замкнутом объеме. Поэтому кроме кислородной станции, там чуть дальше, на втором этаже, увидите вот такие бочки большие зеленые, называются регенеративные патроны. Они поглощают углекислый газ, вместо этого добавляется кислород. И так внутри данного объекта местный персонал, всего 14 человек, могли автономно находиться 2 недели. И вот как вы думаете, хватит этого или нет, чтобы уже ядерный взрыв пережить? Хотя бы один. Вы на всей нашей планете не найдете ни одного защитного сооружения, что имеет хотя бы 1 год автономии. Это очень много, технически сложно и даже нецелесообразно. Потому что такие объекты, на самом деле, они не строятся для того, чтобы в них жить. Как нам показывают в фильмах, сериалах, что люди вот спустились и долгое-долгое время, там как раз десятилетия, поколения живут под землей. Это вымысел. Действительно, защитные сооружения имеют очень маленький срок автономии. В 95% случаев это 2 суток. Гораздо-гораздо меньше, чем в нашем случае. Здесь 2 недели с таким большим запасом, а чаще 2 суток. Проводились испытания на ядерных полигонах советских, там взрывали боеприпасы и смотрели, как быстро поражающие факторы, ударная волна, пожары, радиоактивный фон снизится до безопасных значений, можно будет эти сооружения покидать. Вот и прикинули, что в принципе хватает 2 суток, затем покидают сооружение люди и отправляются в эвакуацию в чистые безопасные места. А почему на это хватает 2 суток, тоже обязательно расскажу. А пока еще одна вам загадка небольшая. Как вы думаете, что это? Не сейсмограф. Кто-то сказал, тихо. Как ты догадался?
Да, по сути, влажность – это самый главный параметр на объекте, за которым нужно было следить. Часто спрашиваю, чем вообще тут занимался персонал все вот эти десятилетия. Они следили за нормальным климатом. Это же архив, он просто под землей, а требования одни и те же, чтобы было сухо, тепло и нормальная вентиляция. А это по сути, их рабочий инструмент, самый главный, называется гидрограф. Не только измеряет влажность, но еще на бобинку бумажную записывает, чтобы во времени отслеживать. А чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности, чтобы было сухо и тепло, повторю, есть огромный двухэтажный кондиционер. Вот тоже находится там за стенкой, куда трубы заходят. Через полминуты мы к нему подходим, запускаем и увидите завесу из ледяной воды. Когда через нее проходит воздух с улицы, влажный, например, как после дождя, он сильно и резко охлаждается. Влага из-за этого конденсируется, сливается в дренажную систему, тут под полом люки проходят и трубы металлические с водой, и вода откачивается на поверхность. Воздух становится сухим, подогревается и расходится по всем архивным помещениям. Сейчас делаем такой же путь, идем смотрим кондиционер, оттуда в помещение архива заходим. Мы оказались в таком необычном месте, где еще не так давно и находились наши главные международные секреты. Это первый блок хранения документации. А там повезло, есть фотография, как это место раньше до реконструкции выглядело, и можно заметить, что здесь не было так просторно, как сейчас, и комфортно, а было очень тесно. В середине стояли стеллажи, почти до самого потолка высокие, по бокам сейфы, такие металлические, слово оригинальное, здесь чудом сохранились. И здесь же огромное количество документации, суммарно на объекте 120 тонн. Можете представить, какие колоссальные запасы, все это под землей на случай войны. Сейчас здесь размещается наша основная экспозиция. Она посвящена тому, как такие сооружения работают уже в военное время и какое находится внутри специальное оборудование. Запускаются, когда сотрудники слышат такой характерный зывающий звук, они выполняют, по сути, стандартный алгоритм действий для всех таких сооружений. Спуститься, закрыться, запустить систему жизнеобеспечения, подождать какое-то время, пока безопасно наверху не станет, узнать, что там вообще происходит, сходить в разведку, посмотреть и отправиться в чистые безопасные районы, где, повторю, противник не наносил свои удары. Вот про каждый этап этого алгоритма мы сейчас чуть подробнее поговорим как раз на основе экспозиции. Начнем эксплуатацию. Так вот, начнем с этапа с условным названием «закрыться». Видели уже и гермодвери сегодня на объекте, и вот такие вот герметичные клапана нам встречались, показывал, как они работают. А еще есть вот такое вот хитрое устройство. Это защита от ударной волны, но уже не прохода, а коммуникации. Вот представьте, трубы выходят на поверхность, идет ударная волна, заходит в трубы, доходит до кондиционера, он лопается просто как мешок под давлением большим, и волна попадает в сооружение, вся документация тоже разлетается на отдельные бумажки и клочья бумаги. А чтобы такого не происходило, на каждой трубе встречается вот такой противовзрывной автоматический клапан. Идет ударная волна, доходит до вот этих пластин металлических, они идут в шахматном порядке друг напротив друга, и они между собой схлопываются очень быстро и резко. Ударная волна из-за этого гасится, внутрь сооружения не проходит, ничего не разрушает, а пластины затем за счет пружин нажимаются обратно. Зачем это нужно? Чтобы в некоторые сооружения воздух все-таки поступал. Потому что не везде есть вот такая навороченная система регенерации, как в нашем случае, а наоборот стоят фильтры. Здесь некоторые у нас показаны.
Те фильтры, которые находятся слева от меня, это защита от радиоактивной пыли. Вот самый такой грубый фильтр, что встречается, это фильтр ячейковый решетчатый. Это сетка металлическая, и она пропитывается машинным маслом. Идет воздух, пыль радиоактивно от взрыва налипает на масло машинное, воздух очищается примерно на 90%. А вот этот маленький остаток уже вот таком вот фильтре, вы сможете даже потом потрогать, пощупать руками, почти как от пылесоса, просто немного побольше и более производительный. Так про радиацию мы забыли. Дальше нам нужно как-то химию из воздуха убрать. Химический завод разбомбили, химическое оружие применил противник над городом. Мы используем те фильтры, что находятся справа от меня, фильтры-поглотители. А кто знает, что у них внутри находится? Уголь. Совершенно верно. Это как фильтр от противогаза, просто немного побольше. Начинка примерно один в один. Там находится модернизированный активированный уголь. Он же пористый, это очень хороший абсорбент, вот и поглощает целый спектр химических отравляющих веществ. Можно автономно долгое время находиться под землей. Но даже если там 5 часов провести под землей, 10-15, будет интересно, что там происходит и что вообще обстановка собой представляет. Поэтому нужно как-то узнать. И есть два основных способа узнать, что происходит наверху. Первый метод, он максимально безопасный, метод разведки дистанционно. На поверхности поднимаются специальные приборы, вот тут они у нас показаны в экспозиции, называются автоматический газосигнализатор. Ну, как правило, такой небольшой металлический переносной чемодан, его сотрудники поднимают на поверхность, запускают, и он через себя прокачивает воздух. Если он находит что-то опасное с химической или даже биологической точки зрения, то мигает лампочка, звенит звонок, и сотрудники понимают, что пока что ситуация не очень хорошая, и лучше какое-то время отсидеться под землей. Но они очень дорогие. Они встречаются не слишком часто, они могут сломаться, аккумулятор разрядится в неподходящий момент. Поэтому всегда есть второй дублирующий вариант – сходить, проверить самим. Выбирается несколько людей из числа персонала сооружения, вручаются им вот такие вот костюмы химзащиты, прорезиненные комбинезоны, и выдаются средства защиты органов дыхания, противогаза из самых разных поколений тут представленные. Но этого недостаточно. Почему? Потому что радиацию, например, мы на вид, на вкус, на запах не обнаружим никак. Нужны специальные приборы. Держу сейчас перед вами такую небольшую зеленую коробочку. Называется дозиметр-рентгенометр. Прибор как раз для измерения радиации. Он работает у нас полноценно. Чтобы вам это доказать, буду использовать вот такой слегка радиоактивный предмет. Он абсолютно безопасный, это бытовой источник радиации, таких на самом деле много в нашей жизни встречается. Это тумблер из трамвая. Здесь на окончании есть небольшая желтая точка, это светомасса постоянного действия на основе радия. Когда-то светилось в темноте, сейчас уже не светится, выдохлось, а фон небольшой остался. Поэтому если поднести такой тумблер к зонду, где спрятан счетчик Гейгера, чувствительный элемент, и прислушаться, слышите? Как раз слышен такой характерный радиоактивный треск. Разведчик в этот момент смотрит на прибор, что ему стрелочка показывает, запоминает это значение, спускается, а внизу в безопасной зоне использует дозиметрическую линейку. То есть специальное расчетное средство, которое позволяет, сопоставляя разные известные значения, там, время после взрыва, мощность дозы, рассчитать тот момент времени, когда уже все могут покинуть защитное сооружение, отправиться в эвакуацию, и никто не получит лучевой болезни. Почему именно так? Почему долгое время сидеть под землей не нужно? Потому что фон после взрыва снижается очень быстро. Образуются короткоживущие радиоактивные элементы, которые очень активные в начале, но и распадаются быстро. Вот пройдет 48 часов, где пальцем сейчас показываю, от изначальной мощности останется только 1%. Вот именно поэтому большая часть таких сооружений рассчитана именно на двое суток. Подождали, все распались, все, можно эвакуироваться, ничего страшного не будет. И даже если мы во время эвакуации случайно в будущем зашли в ту зону, где еще повышенный фон, там измазались в радиоактивных осадках, это можно смыть. Для этого тоже есть специальное оборудование, уже в эфире. Что-то среднее. Называется дегазационная дезактивационная станция. Кто смотрел фильмы про Чернобыль, как раз кадр есть небольшой, эту станцию видел. Как раз ее помощью технику очищали от путей, строений, участки местности, все что угодно. В защитных сооружениях все то же самое.
Возвращается разведчик с поверхности, он измазан радиоактивной пылью, вот его встречает другой сотрудник, там внутри специальная жидкость, выливается из бронзбойта, чистит все, смывает всю радиоактивную пыль, все, человека можно пускать, то есть миф о том, что вот закрылись люди и сидят, вот только они никого не выпускают и не впускают, это все чушь, художественный вымысел, можно заходить, смывать безопасно. Чем смывать водой? Не совсем. Тут есть столик, да, есть специальные растворы на каждый случай жизни. Для дезинфекции раствор примерно тот же самый, которым инструмент дезинфицирует. На случай химии вот специальные порошки, реагенты. И на случай радиоактивных осадков. Вот такой специальный порошок с ФЭ2О, почти то же самое, что и стиральный порошок, но для того, чтобы смывать радиоактивные осадки и их коагулировать, чтобы мельчайшие частицы радиоактивной пыли между собой склепались в чуть более крупные комочки, и человек их не вдыхал и не получал никакого внутреннего облучения. Так что вот все растворы, а затем они с водой смешиваются и раствор получаем. Когда мы чистые и прекрасные вернулись, мы всю полученную информацию отправляем в другие такие объекты. Они, по сути, между собой связаны такой локальной правительственной сетью, и, соответственно, много внутри оборудования связи. Такое самое простое в нашей коллекции – это оборудование для связи телефона. Стоит ручной телефонный коммутатор, несколько абонентских телефонов. Чтобы кого-то вызвать, мы вращаем ручку. Вращаем ручку, видим, на коммутаторе пластинка металлическая отпадает. И связист видит и слышит, что его кто-то вызывает. Он с этим человеком связывается, так вручную, с одним абонентом, с другим соединяет человека, с кем запросили, соответственно, и вызывает отсюда. Звенит звонок в другом месте, кто желает, может трубочку поднять, попробовать. Не стесняйтесь, поднимайте. Слышно? Работает? Да, да. Что не стесняйтесь, в свободное время можно подойти, друг с другом переговорить. Но два момента. Во-первых, чтобы говорить, тут нужно работать как на радиостанции. То есть нажать клавишу на трубке и говорить, отпустить, соответственно, слушать. Только один канал передачи данных. А второй важный момент – не трогайте этот коммутатор. Потому что в момент вызова на вот этих наконечниках появляется напряжение. Оно, конечно, небольшое, вас не убьет, не покалечит, но, поверьте на слово, приятного тоже будет мало. Поэтому телефон можно трогать абсолютно безопасно, смелоть, а вот коммутатор лучше оставить в покое. Он тоже кусаться не будет. Вот. А что касается другого оборудования, оно уже несколько сложнее. Если в первом случае мы информацию передавали в новом виде голосом, то во втором случае мы передаем текст. Наверное, подумали, что здесь стоят какие-то старые советские печатные машинки, а на самом деле нет. Это телеграфные аппараты. Ну, перешествие факс, то, что используется для юридической передачи информации в Советском Союзе, просто уже до сих пор работает. Представим, что один аппарат у нас стоит в сооружении, второй где-то по соседству, там под Кремлем, например, и нужно нам с ними попереписываться, передать какой-то текст важный. Запускаем станцию и печатаем сообщение, как на обычной клавиатуре. Смотрите. В чем вся хитрость заключается? Текст набрал в одном месте, а распечатался он в другом. Дальше листочек с перепиской можно вот так вот оторвать, отнести абоненту, с этим делом важным ознакомиться. А если текст передавался секретный, тоже часто бывает в военное время, он после прочтения уничтожается. Причем недостаточно его там скомкать, кинуть в мусорный бак. И, как часто думают, он уничтожается особым образом. Тут вначале такой серый ящик, например, не стоял. Это шреддер, но для уничтожения именно секретных документов. Я сюда закладываю наше условное секретное послание, открою дверцу, фонарем подсвечу, чтобы лучше видно вам было, и смотреть, что будет. Видите? Да, ничего от нашей телеграммы секретной не осталось. Все измельчилось трухом, так что если какой-то диверсант попытается это склеить, что-то узнать, прочитать, у него гарантированно не получится. Помещение в своем прошлом – это рабочее место архивариуса. Как
раз тех людей, которые работали с местными архивными фондами, ну, может, они и знают, куда все это дело перевезли. А сейчас здесь экспозиция, она рассказывает про то, какие еще бывают защитные сооружения в нашей стране. У нас все такие объекты на особый случай делятся на две крупные категории. Это правительственные сооружения, такие вот глубокие, защищенные для министерств, ведомств, командные пункты, узлы связи и так далее. Они нужны для бесперебойной работы государства. У нас таких в столице объектов много, сколько именно я, конечно же, не скажу, потому что это засекреченная информация до сих пор, и мне это даже неведомо. Рассекречено около 40, да, доступно итого всего лишь 2. Один объект на Таганской, бывший узел связи, сейчас музей холодной войны, и второй объект здесь наш на Павелецкой, музей современной фортификации. А вторая категория таких защитных сооружений, она уже гораздо проще. Если первая создается для министерств, ведомств и для бесперебойной работы государства, вторая категория строится для нас с вами, для простых граждан, простых смертных. Это защитные сооружения гражданской обороны. Их еще негласно бомбоубежищами называют. Это тоже серьезные противоатомные объекты. Там есть и специальные защищенные входы, системы жизнеобеспечения, нары двухэтажные, на которых укрываемым придется размещаться во время атаки. Таких сооружений много. По открытым официальным данным в Москве таких сооружений примерно 2000. Это те, которые стоят на учете, за которыми присматривают, которые тоже модернизируют, которые готовы будут пускать население в случае возможной угрозы. Но в мирное время, опять же, посетить такие объекты не получится. Они на консервации, за ними следят и просто поглазеть не пускают. Есть только одно такое сооружение в столице, куда можно легально абсолютно прийти как музей. Это вот наши очень хорошие коллеги. Называется музей «Подземная Москва». Он как раз находится в одном из таких противоатомных убежищ. Так что, если интересно, как население во время ядерной войны выживает, куда бежать в случае угрозы, как искать такие сооружения, нам мало ли это понадобится, ну, туда тоже приходите, максимально все доступно, огромная экспозиция по этой теме, ну, максимально полезна. А почему таких сооружений мало именно доступно? Ну, потому что остальные, опять же, актуальны. И вообще тематика не стоит на месте, она постоянно развивается. И если даже сравнить те объекты, которые строились в 50-е годы и в 70-е, разница уже будет колоссальной за вот эти небольшие 20 лет. И мы сейчас подойдем к еще одному макету, как раз покажу, как современные спецобъекты. И тоже покажу. Так вот, почему такие объекты вообще поменялись? Дело в том, что основное средство поражения таких объектов, ядерное оружие, очевидно, оно тоже не стоит на месте. Бомбы становились все мощнее, средства доставки все точнее, и возникла опасная ситуация, что противник мог просто выборочно уничтожить все наши ключевые спецобъекты, и ничего по нему не осталось, кроме как поднять белый флаг. Поэтому что придумали наши инженеры, очень мудрые? А придумали такие сооружения не строить по образу подобия метрополитена, а подвешивать в шахте на пружинах. Называется технология фортификационных амортизаторов. Если противник не знает, где находится подобный командный пункт, если наносит по нему такой прицельный, точный ядерный удар, идет ударная волна, видите, доходит до стенок шахты и поглощается этими фортификационными амортизаторами. Ведь понимаете разницу? Не рухнут стены, как здесь при прямом ударе, не нападет потолок на головы персонала, а просто покачается спецобъект, попрыгает вверх-вниз и продолжит выполнение своей боевой задачи. Это то, как сейчас выглядят многие наши отечественные командные пункты, узлы связи и прочие спецобъекты. Я сразу отвечаю на вопрос, почему оно круглое, так было удобно что-то хранить. Нет, дело в том, что это помещение не восстановили после реконструкции. Я уже рассказал, что тут начались протечки, хотели менять гидроизоляцию. Так вот, для этого это помещение выдолбили до голого чугуна. То есть снесли стеллажи, выдолбили оригинальный бетонный пол, начали делать зал. Ну, как видите, до кризиса самую малость не успели, до сих пор круглое пустое и стоит.